Ее тело трясло, а в глазах почти не видно дороги, хоть и была солнечная погода. Час назад она застукала уже бывшего, любимого мужа в собственной постели со своей подругой. Она почувствовала всю боль предательства не от одного, а сразу двоих близких людей. Ее тошнило от одной мысли, чем они могли заниматься на простынях, которые она выбирала вместе с подружкой. Но еще больше ее грыз факт унижения. Она к своим 30 годам достигла невероятных высот в хирургии, оставаясь при этом красивой внешне. Завистников было много, но не было детей. Ее некому было поддержать, родители давно умерли, муж стал врагов, из друзей была только одна, и та больше никто для женщины. В какой-то момент из раздумий женщину вытащил сигнал автомобиля. Неизвестный мужчина кричал из окна своей машины, в которую она чуть не въехала. «Куда прешь, дура?» Она ничего не ответила, она просто мечтала оказаться на дороге в родную деревню и уйти от проблем. В какой-то момент под колесами захрустел грунт вместо тихого асфальта. Она была уже близка к родному дому. Вокруг нее мелькали родные картинки, а душе этого уже хватало, чтобы успокоиться. В этот момент девушка не понимала, что сподвигло ее отвлечься от пейзажа и посмотреть на дорогу, а тем более, каким чудом она успела нажать на педаль тормоза. Отойдя за пару секунд от шока, она вышла из машины. Подойдя к носу автомобиля, она замерла, а затем, убирая блондинистую прядь волос за ухо, слегка нагнулась, рассматривая маленького рысенка, которого она чуть не сбила минуту назад. «Ты откуда взялся такой?» – произнесла она, но не рискнула приблизиться. Он хоть и маленький, но дикий. Котенок только мяукал в ответ. Через секунду женщину отвлек шум из-за кустов, откуда выбежал второй рысенок, который также активно мяукал. «Где ваша мама?» – сказала она, хотя понимала, что ей не ответят ничего дельного, кроме мяукания. Котенок, что был рядом, ринулся ко второму, после чего оба побежали вглубь леса. Однако, поглядывая на женщину, продолжая мяукать, словно зазывая, она так подумала. Она пошла за ними. Каблуки проваливались в неровную поверхность, но молодая блондинка шла уверенно. Пройдя около 15 метров от машины, она остановилась. От увиденного ее ноги отказывались ее держать. Руки сами потянулись к ее лицу, а глаза набирались слез. Возле дерева лежала рысь, а рядом с ней ее котята, голос которых уже надрывался от мяукания. Она лежала неподвижно и небрежно, а ее бок был окровавлен. Немного придя в себя, она вспомнила, что все, нужные врачу инструменты были у нее с собой, но в машине. Мысль о том, чтобы перенести животное к машине, промелькнула, но отпала. Большая кошка была слишком тяжелая. Блондинка в лесу, что, то новое. Она, еле держа равновесие, чуть не рухнула от испуга. Господи, Макс, в лице егеря, женщина бывшего одноклассника. Аня, эта девушка была последней для него, кого он мог здесь и сейчас увидеть. Да не стой, помоги. В ее голосе звучал приказной тон. Неси к машине. Ишь какая. Подумал мужчина, но спорить не стал. Он также шел на помощь крысе после услышанного выстрела. Уже у машины Максим положил аккуратно рысь в багажник, блондинка профессионально вытащила пулю из дикой кошки и принялась зашивать рану. Максим все это время смотрел, но не рысь, и даже не на руки красивой девушки, а на нее саму. Он не понимал, как могла судьба распорядиться так, что именно она, такая красивая и привлекательная, оказалась здесь. Он помнил ее еще девчонкой, чумазой и активной, а позже слышал о ее успехах и о том, что она давно вышла замуж. Он знал, что родителей ее давно нет. Что она тут делает, думал он. Але, вытащила она мужчину из раздумий. «Можем ехать». Мужчина только улыбнулся. Шло время, она почти забыла о жизни в городе. Она уже не хотела возвращаться. Здесь она нашла любящего человека, новую работу, медсестрой в местном медпункте, куда ее с радостью взяли. Дело у молодых шло к свадьбе, и в скором времени, без роскошных ресторанов и богатых изяществ, но скромно и искренне весело, она и Максим сыграли свадьбу. Однажды, когда Максим еще затемно ушел на работу, оставив любимую жену в постели, случилось невероятное. Она только проснулась, она выспалась, но вставать не хотела, однако пришлось. За дверью слышались шорохи. Она подумала, что это их частые дикие гости, ведь рысь еще долго возвращалась на порог со своими малышами, даже после того, как вернулась в лес. Она поднялась аккуратно с кровати, придерживая большой живот. Девушка была на последнем сроке. Она открыла дверь и испытала шок. В последний раз подобное было возле машины, когда она ехала в родную деревню. На пороге действительно были взрослые рыси,
но в зубах они держали какой-то странный непонятный мешочек, который издавал какой-то непонятный звук. Аня сразу бросилась смотреть, что же такого принесли ее подружке, но ее очень настораживало загадочное звучание. А заглянув внутрь, девушка потеряла дар речи. Аккуратно раскрыв небольшую ткань, она поняла, что рысята вместе с мамой решили отплатить ей сполна за то, что она когда-то спасла им жизнь. Непонятный свет прямо из мешочка ударил девушке в глаза. Такого идеального перелива и мерцания она не видела никогда. А мешочек просто сиял бриллиантами, которые своей красотой сводили с ума. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.